Всем здорово, с вами Апофис, играем в Puzzle Conquest. Это видео пойдет о боевом порядке и более детальном, но коротком разъяснении, что, как, почему. Вчера был прям такой ажиотаж вокруг этой темы. Равин говорит одно, я говорю другое, мне в личку пишут, типа, как, кто прав вообще и что делать. Равин прав по поводу механики игры. И с механикой игры тяжело спорить, она есть, она есть, будет и всегда была. А есть возможности ваши в игре. Вот я говорю о возможностях. Потому что, например, мне механика говорит о том, что я должен выставить коней вперед против пехов, которых я боюсь. А мои возможности говорят, что мои кони против хорошо прокачанных пехов не выстоят. А если взять в расчет замок какой-нибудь 30-й, который только не так давно выкачал себе его, не так давно сделал себе моноотряд. Соответственно, другие роды войск у него вообще не прокачаны. Возможно, даже где-то нету красных звезд, во всяких плюшках типа самоцветов. И вот он выставляет этот абсолютно непрокачанный род войск против хорошо достаточно прокачанных. И какой результат? Просто сами сделайте вывод, какой будет результат, когда очень слабые воины против сильных воинов, да? Хотя сильные воины боятся вроде бы слабых. Но кто победит? Механика, та же самая механика игры говорит о том, что если у вас большой перевес в статах, вам похрену, кто против вас стоит. Это такая система, типа как я 37-м с 800 лямами мощи пойду против 25-го, да? Но тут немножко сравнение глуповатое, потому что, нельзя сравнивать такие мощи и такие прокачки. Поэтому против, например, вот 30-й пойдет против 27-го хорошо прокачанными, также лучник и пехотинец. Хорошо прокачанный пехотинец пройдет против очень плохо прокачанных коней. Он их расшибет просто и все, потому что они не смогут сопротивляться против таких статов. Вот и все. У меня был пример на тех же самых ДЗ, на тех же самых схватках альянсов, там, Саурензи и все такое прочее, где все это проверялось. Слабые статы не выдерживают. Я также бил пехов. Есть такие замки, они 37-е, 36-е, у них 300 лямов мощи, они пехотинцы. Я лучниками этих пехоты с минимальными потерями пробиваю. Почему? Потому что у них очень маленькие статы, и мои завышенные статы по сравнению с их статами перевешивают, и я просто их пробиваю. Хотя я пехоту-то боюсь. Я лучник, я боюсь ее. Но они не удерживают моей мощи. Да? Я не говорю, что я там супермощный. Я именно сравниваю плохо прокачанных пехотинцев с хорошо прокачанными луками. Нет, я далеко не самый мощный и уж точно не самый сильный. Это факт. Есть ребята так раз в 100 посильнее меня, чтобы вы не подумали, что я там заведился. Вот, поэтому тут нужно оценивать не только механику и как правильно сделать, а нужно оценивать, как вы вообще можете сделать и получится ли у вас защититься. Поэтому кто прав, кто виноват, решать, конечно, вам, но, как правильно было сказано в другом видео, сначала правильно оцените информацию, которую вам дают, а потом принимаете решение. Оцените, как вы прокачаны, как у вас прокачаны те войска, которые вы хотите выдвинуть вперед. А по поводу катапульт, они как стояли сзади, так они и стоят сзади. Для них вообще ничего не изменилось. Очень полезна вот эта вот фигня по поводу выдвижения тех или иных войск, что, например, пехи, которые мне всегда мешались, я их теперь отодвигаю на другой план, и они не идут первыми. Вот это очень круто. Но до этого еще нужно докачаться. Там не кисло ресурсов, не кисло ускоров надо. Поэтому, ребята, решать, кто прав, кто виноват, только вам. Я советую разумно расценивать свои силы и прокачку своих воинов. И выставлять более сильных вперед, конечно же. А нужно это вам делать или не нужно, решение за вами. Лично я, пока не прокачаю коней, буду ставить луков. Так что, пехи, давайте, приходите на ДЗ. Всем пока, был с вами Апофис, подписываемся на канал, до новых встреч. Пишите комментарии и ставьте жирный лайк.